Доброй ночи, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Я посчитал необходимым выйти именно сейчас в эфир, потому что завтра, то есть уже сегодня, мы будем наблюдать очередное судебное заседание в деле об убийстве Ирины Фарион и с допросом свидетелей. Поскольку на предыдущем судебном заседании, но не на самом предыдущем, а через одно предыдущем, там был допрос Софии Особы, и, на мой взгляд, там были нарушения прав Зинченко, поэтому я решил вот в такое время выйти в эфир, чтобы показать, что же там действительно нарушено и как себя вести в дальнейшем, когда вот сегодня и завтра будут допросы свидетелей. Значит, что мы рассмотрим здесь? Конкретные инциденты. Во-первых, возражение прокурора против вопросов защиты, и в частности вопросов Вячеслава Зинченко на допросе Софии Особы. Также я уделю внимание случаю объятий свидетеля Софии Особы с прокурором в зале суда и странному эпизоду с адвокатом потерпевшей стороны Натальей Романок и прокурором Петлеваным. Это реальные факты из судебных заседаний, и эти факты ставят под вопрос объективность процесса. Разберем все по закону, опираясь на Уголовный процессуальный кодекс Украины, и посмотрим, насколько все так однозначно, как утверждает прокуратура и сторона обвинения. Итак, в деле Зинченко, которое рассматривается в Шевченковском районном суде Львова, допрос дочери потерпевшей Софии Особы состоялся 3 сентября 2025 года. Это был ключевой момент. София, как потерпевшая и свидетель, давала показания о последствиях убийства для семьи. Но сам процесс допроса омрачили споры о вопросах и до того личное взаимодействие и потенциальные конфликты интересов свидетеля в процессе. Эти инциденты не только эмоциональны, но и юридически значимы. Они могут повлиять на оценку доказательств и объективность суда. Я соотнесу их с Уголовным процессуальным кодексом Украины, статьи 352-353 о допросе свидетеля и статьей 27 о презумпции невиновности, а также с защитой персональных данных, где утечки личной информации, включая эмоциональные реакции, усугубляют нарушения. Итак, возражение прокурора Петлеванова против вопросов Зинченко. Нарушение ли это? Во время допроса Софии Особы адвокат Зинченко Игорь Сулейма и сам обвиняемый Вячеслав Зинченко задавали вопросы Софии о том, в частности Зинченко, о том, как она лично воспринимает обстоятельства дела. Речь шла о конфликтных ситуациях, в частности Софии в Львовской мэрии, где она работает под началом мэра Садового, у которого был конфликт с Ириной Фарион. И вот когда такой вопрос был задан, и несколько других вопросов тоже пытался задать Вячеслав Зинченко, когда этот вопрос был задан, Петлеванный прокурор вдруг взвился и сказал, что этот вопрос некорректен и его нужно отклонить. И судья отклонил. Но насколько прав Петлеванный и насколько прав судья, отклонивший этот вопрос? Петлеванный заявил, что обстоятельства дела, то, как воспринимает София Особа, эмоциональное воздействие событий на семью, возможные мотивы,
прокурор заявил, что это нарушение, поскольку свидетель якобы не может делать оценочных суждений по обстоятельствам дела. Так ли это? Друзья, это не так. И это не так однозначно. Согласно статье 352 Уголовно-процессуального кодекса Украины, допрос свидетеля или потерпевшего, как София, начинается с установления личности и отношений со сторонами, а затем следует прямой допрос. Прокурор для свидетеля обвинения задает вопросы первым, потом сторона защиты. Председательствующий судья контролирует, чтобы вопросы были релевантны, но запрещены только наводящие вопросы, где ответ уже подсказан, или вопросы, не относящиеся к делу. Оценочное суждение свидетеля – это не запретный плод. Свидетель может описывать не только факты, но и свое восприятие событий, если это помогает установить истину. Статья 353 УПК. Например, как София воспринимает мотивы или эмоциональный контекст. Это может выявить предвзятость или дополнительные обстоятельства. Прокурор, возражающий против этого, рискует сам нарушить принцип состязательности, статья 22 УПК, где защита имеет равные права на допрос. В деле Зинченко такие вопросы могли бы помочь защите показать, что эмоциональные показания Софии субъективны, особенно с учетом ее иска на 15 миллионов гривен морального вреда. Если суд принял возражение прокурора без мотивировки, а это так и было, это основание для апелляции в связи с нарушением права на защиту, статья 20 УПК. В практике ЕСПЧ, дела вроде Салдус против Турции, такие ограничения признаются нарушением статьи 6 Европейской конвенции. Итак, что же происходило? Происходило следующее. Во-первых, нужно сказать, что София каждый раз приносит в зал заседания и ставит перед собой, направляя в сторону обвиняемого, а в прошлом заседании она направила прямо в сторону коллегии судей, портрет Фарион с цветами. Я не знаю, насколько это воспринимается или не воспринимается судом, но, по-моему, вот такое поведение – это своего рода давление на суд. То есть, неужели София везде носится с портретом Ирины Фарион, в том числе и на работе, и ставит его там на приеме к начальнику, когда она идет, ставит этот портрет в направлении своего начальника, то есть садового? Наверное, нет. София приносит его именно в суд для того, чтобы таким образом оказать своего рода давление на судейскую коллегию. Это мое личное мнение. Что касается оценочных суждений. Оценочные суждения, во-первых, могут выявить конфликт интересов свидетеля Софии Особы в отношении обстоятельств дела. И этот конфликт пытался выявить Зинченко, но суд и Петлеваны его прервали. И дальше Зинченко имел еще ряд вопросов такого же характера, но в связи с тем, что ему запретили их задавать, он их задавать и не стал. Но я считаю, что это нарушение права на защиту обвиняемого. Поэтому нужно дать обвиняемому возможность еще раз задать вот те вопросы, которые ему было запрещено задавать. Для того, чтобы выявить субъективные мотивы и конфликты интересов Софии Особы по отношению к потерпевшей и стороне обвинения, стороне защиты. Что касается оценочных суждений, прокурор, наверное, выудил эту фразу из
экспертизы, где эксперт, делая заключение, сказал, что он не имеет права делать оценочных суждений, юридических оценочных суждений. Но речь в показаниях Софии не идет о юридических оценках чего-то, да? Это речь идет о восприятии. Почему запрещает прокурор давать показания о своих восприятиях? Это же мотив, это же субъективная сторона дела. Поэтому я считаю, что здесь право Зинченко нарушено. Дальше, что касается конфликта интереса и давления на суд. Были зафиксированы случаи объятий, насколько я знаю, Софии Особы с прокурором в зале суда. Хотя прямые фото и видео не опубликованы, чтобы не нарушить конфиденциальность, свидетели и СМИ отмечают эмоциональное взаимодействие между потерпевшей и прокурорами. Во время перерывов или когда там это происходило. София – дочь жертвы, а прокуроры представляют обвинение, так что такие жесты выглядят как личная близость. Это потенциальное нарушение статьи 80 УПК. И в этой связи может прокурор быть отстранен за предвзятость. А также это может быть расценено как нарушение этических норм прокуратуры. В соответствии с законом о прокуратуре, статья 23. Прокурор должен быть беспристрастным, а объятие с ключевым свидетелем создает видимость влияния на показания, и это подрывает доверие к объективности. В деле Зинченко защита жаловалась на предвзятость прокуроров, которые общаются с семьей Фарион в зале. Такие инциденты усиливают аргументы. Что касается еще одного момента. Этот момент скандален. Он касается адвоката Софии Особы Натальи Романек, которая, по тому, как вот мне эту информацию донесли свидетели того, что происходило, Наталья Романек засунула руку свою в карман прокурора Дмитрия Петлеванова в зале суда. И это происходило предположительно, вот на взгляд свидетелей, с сексуальным контекстом. В протоколе это не зафиксировано как неуместное поведение во время перерыва, но детали, они были для всех очевидны. И я такую информацию получил. Юридически это может квалифицироваться как нарушение этики адвоката, закон об адвокатуре, статья 11, и создание конфликта интересов. Адвокат потерпевший не должна так взаимодействовать с стороной обвинения. Если контекст сексуальный, как предполагают свидетели, это повод для дисциплинарного производства в квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры. Для дела Зинченко это усиливает предвзятость. Адвокат Романек представляет интересы Софии, а ее действия с прокурором подрывают нейтральность обвинения. Защита могла бы использовать это для ходатайства об отстранении как Романек, так и Петлеванова, статья 80 УПК. В 2025 году такие инциденты стали чаще фиксироваться на видео в судах, если есть запись. Это доказательство для Верховного суда Украины или ЕСПЧ. Что касается связи того, что я изложил, с правами Зинченко. Инцидент. Первое – это возражение против оценочных вопросов. Возможное нарушение статьями регулируется 352-353 УПК, ограничение права на защиту. И последствия для дела – это апелляция на несправедливый допрос. Тем более, что если вот сегодня, да, и завтра также будут допрашиваться свидетели, и если будет опять же повторяться такая ситуация, то есть такие вопросы задавать не нужно бояться, нужно их задавать, если опять же будет
прокурор возражать и судья отклонять вопросы, нужно настаивать на том, чтобы эти вопросы были заданы и на них были получены ответы. Что касается объятий Софии и прокурора. Статья 80 УПК «Предвзятость», последствия отстранения прокурора. И что касается руки Романек в кармане Петлеванова. Это этика адвокатуры плюс конфликт интересов, дисциплинарка и отстранение сторон. Вот так вот, друзья. Что касается для Зинченко, это усугубляет нарушение его прав, давление на свидетеля влияет на его, Зинченко, презумпцию невиновности. Ну, что делать дальше? Вот сегодня на заседании и в дальнейшем. Если вы участник процесса или присутствующий, фиксируйте все. Протоколы, видео, ходатайствуйте об отстранении при конфликтах. Жалуйтесь в ВККС или ЕСПЧ за этику. Прогноз этого – это то, что инциденты могут привести к переигровке допроса или кассации. Дело Зинченко рискует в таком случае затянуться еще больше, до 2026 года. Друзья, дело Зинченко показывает, что даже в резонансных процессах права сторон священны. Прокурор не может монополизировать допрос, а личное взаимодействие под запретом. Если у вас есть вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях, подписывайтесь на канал, лайкайте. До встречи. Спасибо за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.